Раненый гепард подошел к стаду коров и лег рядом с вожаком. И затем произошло нечто поразительное. В саванне действует один закон. Либо ты охотник, либо жертва. Здесь нет места сомнениям и слабости. Но однажды пастух по имени Амос стал свидетелем события, которое не вписывалось ни в один из этих законов. Раненый гепард пришел к стаду не ради добычи, а в поисках спасения. Амос сначала заметил движение у полосы выжженной травы. Прищурившись, он узнал знакомый силуэт. Это был гепард по кличке Молния. Однако в тот день он вовсе не был стремительным, как прежде. Он шел медленно, почти волоча заднюю лапу. Его бок был разорван, шерсть слиплась от крови, дыхание было тяжелым и прерывистым. Было очевидно, что он пережил страшную ночь. Поблизости рыскали гиены, и они не собирались упускать свою добычу. Гепард остановился, словно собирая последние силы, и посмотрел в сторону стада. Обычно одного его появления было достаточно, чтобы вызвать панику, но сейчас он даже не пытался ни скрыться, ни напасть. Он просто пошел вперед, прямо к коровам. Амос напрягся, ожидая худшего. Вожак стада, огромный бык по имени Бул, уже заметил приближающегося хищника. Он поднял голову, фыркнул и сделал шаг навстречу. Воздух был наполнен напряжением, но то, что произошло дальше, заставило Амоса буквально забыть, как дышать. Гепард подошел вплотную к быку и рухнул на землю у его ног. Он не рычал, не пытался защищаться, лишь уткнулся мордой в сухую траву и закрыл глаза, словно полностью сдался. Несколько секунд стояла полная тишина. Бык сделал еще шаг, и Амос был уверен, что сейчас последует удар копытом или мощный толчок рогами. Но вместо этого бык медленно опустил голову и осторожно, почти ласково коснулся носом уха гепарда. Затем все стадо пришло в движение. Одна за другой коровы стали подходить ближе, смыкаясь вокруг лежащего хищника. Вскоре гепард оказался в плотном кольце тел и рогов, так тесно, что между ними не было ни малейшего просвета. Амос не верил своим глазам. И именно в этот момент из высокой травы донесся знакомый звук. Хриплый, насмешливый смех гиен. Стая быстро приближалась, уверенная, что раненый гепард уже принадлежит им. Но, выйдя из травы, они резко остановились. Перед ними была не беспомощная жертва, а живая стена из десятков коров. Гиены попытались обойти стадо и найти слабое место. Одна из них рванулась вперед, но тут же отскочила, едва не попав под удар рогов. Бул стоял впереди, как неприступный щит, резко бросаясь на любую попытку приблизиться. Началось противостояние. Гиены кружили, скалили зубы, пытались запугать, но стадо не отступало. Коровы плотно сбились вместе, пряча гепарда в центре. Иногда он едва заметно шевелился, и тогда бык чуть смещался, словно проверяя, на месте ли он. Часы тянулись медленно. Солнце поднималось все выше, воздух становился тяжелым, но никто не сдавался. В конце концов гиены устали и, поняв, что добычи им не получить, начали отступать. Сначала неохотно, затем быстрее, и вскоре скрылись в траве. Стадо еще долго стояло неподвижно, словно не веря, что опасность миновала. Лишь когда все окончательно стихло, кольцо начало медленно расходиться. Гепард по-прежнему лежал, но его дыхание стало ровнее. Амос наблюдал за этим день за днем. Коровы не прогоняли его, наоборот, оставались рядом, пока он не окреп. Прошло несколько дней. Наконец Молния смог подняться. Он долго стоял, слегка покачиваясь, затем посмотрел на Булла. В этом взгляде не было ни хищной жажды, ни страха. В нем было что-то иное, будто память или благодарность. Гепард повернулся и медленно ушел в сторону саванны, растворяясь в золотом свете заката. С тех пор Амос заметил одну вещь. Молния больше никогда не подходил к этому стаду как охотник. Иногда даже в мире, где правит сила, побеждает не она. Порой одного поступка достаточно, чтобы изменить даже законы дикой природы.